Я хочу показать место, в котором можно найти, как выглядит вообще место, в котором можно найти все 3 вида самых ценных, съедобных зимних грибов. Это клен. И здесь я была 2 дня назад, и здесь я нашла фламулину, которая росла в одиночестве. Но это еще не все, это только начало. 2 дня назад вот в этом месте на ветках над этим замерзающим, кстати, уже озерцом сидела большая птица. Это оказался обыкновенный конюк или сарыч. Первый раз, кстати, узнаю, что сарыч это оказывается птица, потому что до этого я слышала, сарыч это как будто бы название каких-то сел или... А теперь я знаю, откуда пошло. Когда я возвращалась назад, она уже не сидела на ветке. Ну и вообще было странно видеть хищную птицу, которая просто сидит на ветке и видит человека, и не улетает, и никак не реагирует. И когда я возвращалась назад уже, то уже начинало темнеть, и эта птица на том же месте, под той веткой, она просто лежала в воде. Вот. И история этой птицы такова, что я взяла ее и отвезла в больницу, в клинику специальную для птиц. Вот, ну а что с ней случилось по прошествии 2 дней, я расскажу в конце видео. Так, вот этот райончик. Ах. Иногда слышу какой-то треск. Вот и нашлось это место. Видно, что оно начинало расти, а потом, наверное, ударили морозы. Так она и остановилась. И вот еще. К сожалению, слишком маленькие, чтобы их срывать. Не имеет смысла. Это живот какой-то замороженный малыш. Я дошла до небольшого участка, где растут такие небольшие деревья. И самое главное, что здесь растет дикая вишня. И сейчас я покажу, что можно найти там, где есть дикая вишня. Вот и это место. Здесь даже можно встретить вот это чудо. Это называется снежные волосы. Или, не снежные, это ледяные волосы. А вот здесь вот прячется. Так, очень неудобно. В общем, вот здесь
Не получается. Прячется. Фламулина. Вот она. Просто я ее 2 дня назад собрала оттуда. Вот видно, маленькая шляпка. Растут в маленьком количестве, но такие вкусные. И это не единственное из их места, где я находила фламулину. Опенок зимний. Здесь вот царство дрожжалки оранжевой. На этом дереве. Здесь. И вот здесь. Полностью оголенный ствол, как узел. Хвойный лес. И вдруг неожиданная полосочка из кленов. А там, где клены, там можно встретить зимний опенок. Маленькие, но много. И из-за того, что сейчас морозы, они тоже заморозили свой рост. Меня удивляет, что заставляет такое с виду здоровое дерево становиться таким слабым настолько, что оно с корнем вдруг падает. А здесь вот береза. И на ней растут такие грибы. И это у нас помламели, это вешенка осенняя, и она несъедобная. И может содержать опасные токсины. Этот ствол просто изъеден и животными, и грибами. Так, вон вижу еще кое-что оранжевое. И это у нас филотопсис гнездовидный или вешенка оранжевая, тоже несъедобный.
я нашла место с кучей мертвой древесины. И здесь царствует этот гриб. Эти ледяные волосы. И он здесь везде. И как это происходит? Эта вода под давлением выталкивается из этой древесины, из пор. И этот гриб не дает воде замерзать и соединяться. И поэтому оно превращается в такие вот, как будто бы волосы. Вот здесь особенно хорошо видно. То есть это такие маленькие, как будто бы иней, но он длинный. Здесь просто все в этом грибе. Вот он сидит. В общем, и там дальше. Никогда раньше. Наверное, раньше, когда я не интересовалась грибами, если бы я такое даже и увидела, я бы подумала, что это просто иней. И бы подумать не могла, что это гриб такое творит. Так, это я не знаю, что такое. Наверное, опять же какой-то гриб. То ли он уже просто сухой, старый. В общем, даже если зимой нет особо съедобных, все равно какие-то удивительные грибы и явления можно встретить в лесу. Самолет постоянно летает. Я просто нахожусь недалеко от летательного клуба, авиаклуба, там где эти самолеты вылетают и люди с парашютов как развлечение прыгают потом. Но я не понимаю, почему они даже зимой летают. Ох, какое дерево нашла. Вот тут работал. Наверное, какой-то... Я даже не знаю, кто это делает. Может быть, кто знает, чья это работа. Такие опилки. С моими познаниями я, кроме дятла, ничего не могу сказать. Даже паутинка задерживает эти снежинки. Как мне нравится этот макромир. Какой-то листик принесет. Просто без слов. И еще немного искусства природы. Создавать изо льда целые шедевры.
хорошо ходить в лес зимой, еще по той причине, что все эти клещи, эти оленьи мухи спят, и можно спокойно лазить в самых травяных и труднодоступных местах. И не бояться, что какой-то клещ, несмотря на то, что ты обрыхался кучей аутана, препарата, все равно они залазят к тебе под одежду, носки. Осенью особенно. И уже начинается закат. А этот пенек украсил себя такими разновидностями грибов. Вот один вид. И всегда эти аккуратно уложенные листики. Как будто бы кто-то специально их идет. Я сказала, что я люблю ходить в труднодоступные места. Еще раз этот гриб. Ледяные волосы. Но опасность этих мест в том, что здесь могут скрываться как раз дикие животные, такие как кабаны. И только что я увидела кого-то маленького размером с маленькую собаку и коричневого цвета. И он побежал от меня в этих мелких деревьях. И, возможно, это был ребенок кабана. И тогда мне нужно уходить отсюда. Потому что если где-то поблизости родители, то это очень опасно. Так что я пошла. И так как я иду на выход из леса, я расскажу, чем закончилась история со спасением этого конюка. Ловить его нужно, набросив какое-то покрывало или одежду. Но дело в том, что он был настолько слаб, что он даже не сопротивлялся. И было понятно, что что-то не то. Хотя снаружи никаких повреждений у него не было внешних. И в больнице, в клинике специальной для птиц сказали позвонить через 2 дня, и они скажут, что с ним. И через 2 дня это как раз означает сегодня. И позвонив в эту клинику, я узнала, что у него птичий грипп. Поэтому он был такой апатичный, не боялся, не реагировал. Поэтому он упал с ветки, потому что при этом птичьем гриппе у птиц коченеют конечности. И у них тремор. В общем, они теряют ориентацию. К сожалению, его пришлось усыпить. И он был молодым, хорошо накормленным, но птичий грипп. И единственное утешение это то, что благодаря этому усыплению его страдания были сокращены. И то, что он не умер в одиночестве, лежа в этой луже. Так вот, к сожалению, это был больной, красивый, хищный птиц. Ну, а я выхожу из леса. Что мне нравится еще? Вот умирающее дерево. Не умирающее, а уже умершее. Не знаю, что это, но это хвойное. Какая-нибудь пихта и гриб. Я вот даже думаю, что, может быть, мне стоит купить эту клип-макролинзу для того, чтобы снимать макромир. Потому что так мне нравятся все вот эти вот маленькие микродетали этих грибочков всяких. Так что, может быть, мне стоит также запечатлевать
и макро. Здесь эти... Так, не буду говорить, сосны или не сосны, но кто-то хвойный, и все в этих самых древесных грибах. Почему вот они падают, хотя выглядят здоровыми? Вот здесь ведь тоже весь этот макромир в этой древесине. Куча поваленных деревьев. И никаких съедобных грибов среди хвойных деревьев зимой не найти. А еще не смогла пройти мимо вот этого гиганта. Его задняя часть, точнее нижняя, и верхушка. Это у нас трутовик настоящий. Но он очень огромный. На каком-то сосновом дереве. Сосновом ли? Наверное. Да, сосновом, потому что вот рядом стоят его подружки хвойные. И автобан. И на прощание мох в лучах солнца, такой яркий, такой насыщенно зеленый, потому что здесь светит солнце постоянно, ну когда оно вообще есть. Он здесь такой живой, не замороженный. Есть вообще еще люди, которые восхищаются просто там зеленым мхом, видом насыщенного зеленого мха. Ну, конечно же, есть такие люди. Но я не могу. Ну, какой он... Как вот это вот модно было одно время в офисах. Стенды, картины из зеленого мха. И я понимаю, почему. Все такое зеленое. Скоро весна. В Германии она наступает уже в феврале, первые признаки. Ну все, до новых встреч.